Добрый день, друзья, гости и подписчики моего канала. Меня зовут Полина. Люди дорогие, сами мы не местные, помогите, чем можете. Прошу помощи коллективного разума. Я стала счастливым обладателем целого пакета трикотажных обрезков. И сейчас не знаю, что с этим богатством делать. Сами видите, какой формы и какого размера эти кусочки. В принципе, я уже работала с обрезками трикотажа и могу большую часть извязать на коврик крючком. Еще я шила мохнатый коврик. Но меня смущает, во-первых, цветовая гамма. Соединять в одном изделии черное и красное мне не хочется. А во-вторых, все-таки кусочки мелкие. А в-третьих, все-таки жалко на коврик. К этому 8 марта готовиться не буду. А то помню, к Новому году готовилась и встретила его уже готовое. Показываю, до чего я додумалась. Из более-менее крупных кусочков я нарезала кружочки. Просто обводила крышку и вырезала. Потом иголкой с ниткой прошивала край и собирала на нитку. Затягиваем, а внутрь получившегося шарика вкладываем холофайбер. Крепко зашиваем, отрезаем иголку, оставляем длинную нитку. Шариков готовим много. Нашла старые джинсы. Они местами уже вытертые и есть пятна. Выбираем только крепкие места. Детали подравниваем, подгоняем между собой и соединяем в одно полотно. Девчонки, если 8 марта вам подарили не то, о чем вы мечтали, значит, в следующий раз мечтать надо намного громче. Размер заготовки у меня получился 51 на 51 сантиметр. Но у меня светло-голубые джинсы закончились. Обратную сторону буду делать из серых джинсов. Также вырезала только целые хорошие места и соединила их вместе. Для задней части подушки мне надо две детали. Одна большая, примерно 45 на 51 сантиметр, а другая 15 сантиметров шириной и 51 сантиметр длиной. К маленькой детали прикладываем молнию лицом вниз. И еще мне нужна вспомогательная ткань. Она у меня осталась после пошива постельного белья. Этот кусочек накладываем поверх молнии, скалываем булавочками и прошиваем на швейной машинке. Смотрю на себя в зеркало. Ну, красавица. Подойду ближе, посмотрю. Не, богиня. После этого детали разворачиваем на лицевую сторону и молнию отстрачиваем. Пришиваем второй край молнии. К нему прикладываем верхнюю большую деталь. Выравниваем края и сразу же присоединяем цветную подкладочную ткань. Закалываем булавочками, но лучше закрепить иголкой с ниткой. Потом прокладываем строчку. Детали разворачиваем на лицевую сторону. Ткань подкладки раскладываем ровно, а джинсовую деталь укладываем с небольшим напуском. Закрываем молнию. Фиксируем эту складку, закалываем края заготовки. И теперь надо проложить строчку, закрепить молнию. Смотрите, что у нас получилось. Молния спрятана в клапане, спокойно открывается и закрывается. После этого оформляем лицевую часть. Находим середину детали и рисуем. Рисуем водорастворимым маркером нужную нам форму. И потом начинаем пришивать подготовленные шарики. Сначала обшиваем контур рисунка, затем заполняем середину. Если вас поздравили 6 марта, то вы коллега. Если вас поздравили 7 марта, то вы любовница. Если вас поздравили 8 марта, то вы любимая женщина. А если вас вообще не поздравили, то вы жена.
Эти шарики надо пришить не просто в одном месте, а сделать более крепкое соединение. Каждую закрепить несколькими стежками, а конец нитки прячем внутри шарика. Смотрите сами, как вам будет удобнее работать, пришивать с лицевой или изнаночной стороны. После того, как оформлена лицевая часть, все детали еще раз проверяем, подравниваем и складываем вместе. Для того, чтобы все было ровно и аккуратно, берем иголку с ниткой и прошиваем по краю. Кстати, о красивых женщинах. Красивая женщина всегда кстати. А после того, как прошили вручную эти детали по периметру, прошиваем на швейной машинке. Углы у полученной заготовки отрезаем, расстегиваем молнию и выворачиваем. Тщательно все расправляем и подтягиваем. Ну а потом продолжаем работу. По лицевой стороне можно сделать отстрочку, примерно на расстоянии 1 сантиметра от края. Но мне захотелось сделать еще такую рамку, ушки у подушки. И для этого рисуем маркером водорастворимым линию шва. Смотрим, что получилось. Молния расстегивается. С лицевой стороны, обратите внимание, все шарики зацепляла и сшивала между собой. Внутри в подушке все хорошо и аккуратно сшито. В нее можно вкладывать уже готовую подушку или использовать как пижамницу. Вот такая милая и романтичная подушка-пижамница у меня получилась. Мужчины, не заморачивайтесь по поводу подарков на 8 марта. Просто зайдите в первый попавшийся ювелирный магазин. Предназначена она в подарок милой молоденькой девушке. В общем, награда нашла своего героя. Свою порцию восторгов и благодарностей я уже получила. А вы подписывайтесь на канал, жмите класс, пишите комментарии. Девочки, мои хорошие, жду от вас интересных идей, как еще можно использовать эти трикотажные обрезки. С вами была Полина. Всем пока-пока и до новых встреч!